Добрый день. Хотел сказать «мой народ», но понял, что едва ли вы тут все за меня проголосуете. А стоило бы. Я и Си Цзиньпин, мы последние единороги современности. Еще есть Рамзан Кадыров, но он только учится. А так, все в нас верят, но никто не трогал. Сейчас расскажу вам, что произошло в мире. Сначала о приятном для меня. В ночь предполагаемого нового вторжения в Украину, на 16 февраля, кто-то включил гимн Советского Союза прямо на Крещатике. И это не фейк. Я, конечно, сам не видел, мне доложили. Лучше бы «Вставай, страна огромная». Полиция Киева ведет проверку по данному факту. Ну а теперь серьезно. Как ни странно, новость номер 1 не я, а Джозеф Байден, президент США. Да, моя нефть по-прежнему торгуется в долларах. Почти 95 за баррель сегодня. Так что именно наследник тех, кто изображен на зеленой бумажке, главный ньюсмейкер. Итак, господин Байден сообщил, что рад нашему заявлению об отводе войск от украинской границы. Он отметил, что ни Украина, ни НАТО, ни США не угрожают России. Я же, как старый разведчик, никому не верю. Однако американский коллега заверил всех, что не стремится к дестабилизации обстановки в России. А вот если бы и стремился, то не смог бы ничего сделать. Я свою работу хорошо делаю. Также Байден обратился к российскому народу с призывом не воевать против Украины. Он уверен, что мой народ не хочет войны. И, как всегда, пригрозил последствиями. Вслед за ним президент Украины Владимир Зеленский выпустил обращение к своему народу, украинскому. Это было поздравление с Днем Единения, которое он учредил буквально несколько дней назад. Праздник Зеленский отмечает в Мариуполе, ближайший крупный город к линии разграничения, по сути, к линии фронта. Как обычно, украинский президент использовал свой iPhone для общения с народом. Это единственное, что есть у него, но нет у меня. Украина запросила у НАТО помощь на случай чрезвычайной ситуации с гражданским населением. В список вошли специальные технические средства работы в зоне химического или радиационного ЧП, а также полевой лагерь. Очевидно, помощь будет получена. Генсек НАТО Янс Столтенберг заявил, что Альянс пока не видит подтверждений деэскалации со стороны России и что численность наших военных только увеличивается. Дорогой Янс, смотрите там лучше. А вообще, знаешь, как у нас говорят, нравится, не нравится. Российский регулятор и каратель Роскомнадзор в ближайшее время объявит, какое наказание ждет так называемой незаземлившейся компании. Это западные компании, которые должны по новому российскому закону иметь свой офис в стране, на земле. Российское юридическое лицо, которому можно применять российские санкции и ограничения. Google, Twitter, Meta Platforms, Facebook, TikTok, Telegram, Viber, Zoom и другие. Скорее всего, непокорным адептам свободы в интернете грозят большие штрафы. Заблокировать их вряд ли удастся. Да это и не нужно. Особенно, когда мои подчиненные активно используют их как инструменты влияния на умы. Кстати, про умы. Мой ближайший ум, мой пресс-секретарь Дмитрий Песков озвучил то, что и так ясно. Просьба Государственной Думы признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей, именующих себя республиками, никак не сочетается с Минскими соглашениями. А соблюдение этих соглашений главное для России. По крайней мере, я так говорю. Ну и чтобы вы немного посмотрели вверх. Кстати, я надеюсь, фильм-то все посмотрели. Пару слов про космос. После прихода Илона Маска там все стало сложно. Европейский Союз заявил о своей космической программе. Они планируют потратить 6 миллиардов долларов на спутники для коммуникаций. В первую очередь, это делается ради интернета.
Сейчас в космосе уже господствует США. Догоняет Китай. Бежит Рогозин. То есть Роскосмос. Вчера я, кстати, встречался с президентом Бразилии. Жаир Болсонару не побоялся, в отличие от канцлера Германии и президента Франции, сдать наш российский тест. И вот мы уже сидим рядом. Мы с президентом Бразилии договорились сотрудничать. Вы понимаете, на Совбезе ООН. Украину не обсуждали. А вот что обсуждали, расскажу завтра. И сегодня со мной на связи шеф-редактор телеканала ЮА-ТВ Алексей Мацук. Алексей, как вам новый праздник День Единения? У нас есть День народного единства, это вместо 7 ноября. Нельзя было коммунистов без праздника оставлять. Действительно, какой-то специальный праздник может объединить украинское общество. И правда, что оно такое разное на Востоке и на Западе. Действительно, ваш вопрос звучит странно, потому что нельзя сравнивать праздник День Единения в Украине и День народного единства в России, потому что День Единения в Украине, слово само «единение» — это скорее даже глагол, а не существительное в утвердительной форме, потому что единение предполагает нескончаемый процесс, в общем-то. Ведь мы говорим о единении настолько разных вещей, разных мнений, разных людей в одной большой стране, и единение не ради того, чтобы все были одинаковые, а ради того, чтобы все были включены в большую повестку, и чтобы мнение и голос каждого и каждой был услышан. Поэтому разница в оценке этих слов, она и самих дней, и самих праздников, она колоссальная и очевидная, что все-таки в Украине это совсем другое имеет значение и звучание. Алексей, а вот что по поводу Минских соглашений? Все говорят, их надо соблюдать. Но также говорят, они опасны для украинской государственности. Что делать в таком случае? Все говорят о том, что хотят жить в мире и хотят поскорее завершения конфликта. Об этом действительно все говорят внутри Украины. И существует масса мнений и интерпретаций того, как можно добиться этого результата. Но одна главная интерпретация, которая мешает добиться этого результата, она прописалась у вас в Кремле там, и она действительно мешает, ваша интерпретация, тому, чтобы мы выполнили в полном объеме Минский протокол, ведь Киев и не отрицал выполнения Минских соглашений. Киев не выходил из Минского процесса. Киев, наоборот, был проактивным все эти годы, начиная с 12 февраля 2015 года, когда был подписан второй Минский протокол. Киев был активен и проактивен в выполнении пунктов Минского протокола. Но у нас на сегодняшний день второй президент и третий премьер, и третий министр иностранных дел, которые отвечают за повестку исполнения Минских соглашений, не отклоняясь от генеральной линии, что мы в процессе мирных переговоров, которые подкрепляются как раз Минским протоколом и соглашениями. А вот в России, как был министр иностранных дел Лавров, как был президент Владимир Путин, так и остаются. Поменялся только Сурков и Козак. Вот единственное, в чем произошло различие. Но от этого, в общем, ничего, это ни на что не влияет. И поэтому Украина предлагает массу вариантов, как можно выполнить Минские соглашения с позитивным результатом. Но, к сожалению, вы там у себя в Москве это очень плохо слышите, делая вид, что вы глухонемые. Вы знаете, меня часто спрашивают, хотят ли русские войны. А я спрошу вас, хотят ли на Донбассе окончания войны и как видят свое будущее после?
Об окончании войны мы говорили, когда она еще не начиналась. И окончание войны предполагает, что мы ее как будто бы начинали. Но Украина ее не начинала. И в 2014 году мы были в Донецке с плакатами в нашем офисе: «Украина за мир», «Украина за диалог», «Украина за то, чтобы жить в спокойствии» в Донецке, в Луганске, в Симферополе, в Киеве, в любом другом городе, который входит в состав и под контроль украинского суверенитета. Ясное дело, что здесь все, вы не найдете ни одного человека ни в одном украинском городе, который бы ответил, что этот человек хочет войны и вооруженного конфликта. У нас нет здесь Жириновского, у нас здесь нету таких вот, скажем, мягко эксцентричных деятелей, как Скобеева. Этого просто здесь нет, потому что мы живем в другом темпоритме. Мы живем совершенно в другой реальности и в другом мире, в отличие от того, что строится в России по лекалам российской пропаганды ради сохранения вашей, Владимир Владимирович, власти, а не власти демократии, народа или различных групп, которые входят в российское общество. Поэтому мы не то, что хотим мира, и не то, что мы там где-то за вооруженный конфликт. Мы вообще живем совершенно другими понятиями. Мы живем понятиями свободного, честного, открытого, демократического общества, которое ни за что на свете не поддерживает войну и ни за что на свете не вступит ни в какой вооруженный конфликт ни с Донбассом, ни с Крымом, ни с какой-либо другой территорией, которая является нашей, украинской. С нами на связи был Алексей Мацука. Всем хорошего настроения и держитесь там. До завтра.